Представители знака зодиака Козерог. Козероги, мои дорогие, здравствуйте. Таро расклад. События ближайших дней. Таро на неделю с 19 по 25 августа. Давайте узнаем события ближайшего будущего. Не такой большой срок неделя, но все же посмотрим, что нам подскажут карты, как они видят энергии для вашего знака зодиака на эту неделю. Я же вас хочу пригласить на свой сайт, и я оставлю ссылки в описании под видео, где вы можете прочитать гороскоп, как и на август, как и гороскоп планетарный именно, до конца года. Оставлю ссылки на видео по разным планетарным транзитам, которые будут продолжаться достаточно длительно, с заходом некоторые аж на 27 год. И это очень важный транзит. Хирон в Овне. И какие-то подсказки для вас или помощь через видео, через статьи, может быть, гороскопы. Есть, кстати, статьи на тему психологии. Так вот, я думаю, чем-то вам все это будет полезно. Но мы идем вперед. И если мы говорим про энергии или события ближайшего будущего на неделю, что будет для вас важным? Чем придется заниматься или в каких энергиях вы будете? Что будет в приоритете? Неожиданности, которые могут быть, или чего нам не избежать. Чему сейчас не время, каким энергиям, как видят карты. Или что может помешать. А это нам что может помочь как раз. Или что нас будет радовать. Что за нас, что для нас в плюс. Что скрыто. И по основным сферам жизни мы достанем 3 карты. Дела, работа, бизнес, учеба, документы. Все тут в одной карте. Энергетика. Энергия денег. Личная жизнь. И достанем карту совет. Что же будет важно или что в приоритете? Здесь двояко. Рыцарь мечей не назовешь душкой или человеком, с которым очень хочется общаться. Хотя иногда проходят люди пафосные. Те люди, которые нам, где-то буквально льстят, потому что имеют какой-то свой замысел. И замысел этот очень далек от лести, и пробуждение может быть горьким. Поэтому все-таки держите руку на пульсе. С другой стороны, это могут проходить какие-то проверяющие. Это могут проходить люди со сложным характером. Есть такое значение, пусть не в этой колоде, бунтарь без причины. Это те, которые вызывают нас на конфликт. Это могут быть энергии, когда где-то и вас могут захлестнуть эмоции. Так вот, видимо, держать осанку на любых поворотах вам придется на этой неделе, но и не ослаблять вашего внимания к вашему окружению, это точно. В хорошем смысле эта карта проигрывается как правда. И ничего, кроме правды. В конечном итоге все к правде сводится. Потому что она есть какая-то. И не важно, что нам транслируют. Что-то очень хорошо или что-то очень плохо. Истина где-то рядом. И мы ее как раз можем найти. По этой карте мы можем, допустим, узнать, как работает в отношении нас закон. Все зависит от того, какие планы вы строите на эту неделю. Или, мои дорогие козероги, может быть, есть какой-то один пункт, вопрос. И тут тоже не проблагодушествуешь. Нужно вам что-то просчитать тогда на пару шагов вперед. Ну или где-то придется призвать в помощь терпение, к примеру, если вы общаетесь вот с такими сложными людьми. Поэтому будьте беспристрастны. Вот это будет как бы важно на этой неделе. Неожиданности. Король кубков – прекрасная карта. И для тех, кто в паре, это есть какие-либо вопросы, которые могут касаться пары, семьи или родственников вашего партнера, ваших родственников или вашего ближайшего окружения. Могут быть вопросы еще также по части денег, и что-то может переплестись в один клубок. Как бы и взаимодействие, но и какой-то материализм. Вот эти два направления как раз тоже могут проиграться, если мы про энергии. И вам придется именно, какое-то Соломоново, может быть, даже решение принимать. Или конкретно, мои дорогие козероги, есть человек, который рожден под знаком зодиака стихии воды. Рыба, рак, скорпион. Или имеет там асцендент. И опять же, в неожиданностях. Может быть, это какая-то прежняя история. Или пусть это даже сегодняшний день. И значит, есть какая-то данность. Или какое-то дело, задача, когда вы будете с ним взаимодействовать и что-то решать.
Но дипломатом вам быть придется, несмотря на любые ситуации в жизни и как где-то можно допустить через работу, если мы говорим деньги, откуда же они к нам откуда-то приходят, так и где-то общаясь в принципе, как и с близким окружением, ну, где-то и подальше тоже, чему сейчас не время. Пятерка кубков, мелкая карта, которая еще рассказывает про депрессию, про апатию, про то, что мы начинаем вспоминать, что там было когда-то, и сожалеть начинаем, и незаметно где-то скатываемся в этот омут пережитых чувств, пережитых когда-то эмоций. И карта говорит, а вот сегодня это вообще не имеет значения, а на завтра так и подавно. Но мы можем застрять эмоционально. И вот этому сейчас не время. Не время депрессии, не время апатии, а время держать руку на пульсе. Мы об этом с самого начала сказали. Но это у кого-то может быть, как, знаете, минутная слабость. А все же мы все разные. А для кого-то это то состояние, в котором вы, возможно, застряли основательно. И, кстати, в осенний период у меня уже есть ряд видео для всех знаков зодиака на осень. Ретроградный Сатурн в рыбах, который есть сейчас. А рыбы – это всегда Сатурн, мои дорогие козероги, это ваша планета-управитель. Это когда все нужно сделать, ну, по закону, по порядку, как-то организованно, организовать свою жизнь буквально. А рыбы – это что-то стерто. Это какие-то тысячи неопределенностей. Не очень себя комфортно чувствует Сатурн. В рыбах, будем говорить. Так вот, как раз ретро-Нептун и ретро-Сатурн помогают нам выйти из какой-то нерешительности, из того, что мы застряли в каком-то вопросе, который никак не можем определить. Поэтому самое время постепенно подготовиться к выходу на авансцену, оставить как апатию, так и депрессию. И кому необходимо, может быть, обратиться к специалисту. Но это я так попутно, вам это может существенно мешать. Что же вам будет помогать? Вот как раз какой-то вдохновленный проект или больше радости. Может быть, для кого-то это будет как хобби, которое нам придает сил. Может быть, какая-то поездка, от нее не отказаться. У кого-то это может быть и предложение. И вы можете сказать, нет, я не хочу. Вы знаете, все то, что вам приносит где-то драйв в жизни, приятный, или все то, что вам помогает чувствовать себя хорошо. На этой неделе особенно этому уделить внимание. Может быть, для кого-то это поход в тренажерный зал, предположим, для кого-то посещение бассейна. И есть здесь взаимосвязь с вашим, ну, где-то психоэмоциональным состоянием с учетом пятерки кубков. Кубки у вас, мои дорогие, выпадают. И это всегда эмоции. И карты как будто говорят, ты должна сменить эмоции для себя самого. Не предаваться апатии. Вот как будто буквально так. Что скрыто? Деньги. Решение очень многих вопросов. Одна из самых наилучших, пожалуй, карт – десятка пентаклей. И не только здесь про деньги, а это карта нашего благополучия, нашего теплого, уютного, надежного дома. Поэтому где-то могут очень удачными быть решения многих вопросов, как и по вашей семье, как и по вашей паре, по месту вашего проживания, пребывания, у кого-то временного, у кого-то постоянного, какой-то стратегии по работе и одновременно по деньгам. Вот, и это в позиции скрыто. И из-за апатии вы можете либо от чего-то отказаться, либо, к примеру, кто-то может участвовать в конфликте, который тоже сейчас совершенно не время. Больше позитива. Вот все карты вам об этом добавить в вашу жизнь. Но иногда бывает, нахлынет, накроет нас вот такая волна совершенно нам ненужная из эмоций минусовых или из каких-то разочарований, или начинаем вспоминать былое и думы. Мои дорогие козероги, вам здесь ничего не мешает. Вы можете помешать себе сами. Дела, работа, бизнес, праздник. Вот и правда, все то, что я сказала, как и дела какие-то обустроить, решить какой-то вопрос, для вас что-то решается очень положительно. Но кто-то из вас может просто, ну, как остановиться в решении того, что было начато прежде, или наоборот, оглядываясь назад, думать, сравнивать, а теперь идет не так, как когда-то, или эти отношения идут не так, как
прежние какие-то отношения. А нам говорят, не сравнивай, это вообще не имеет никакого значения. У тебя сейчас задача идти вперед. И самое главное, все то, что, повторяюсь, вам нравится или этим заниматься, или вам приятно чье-то общество, или куда-то вас словно зовет душа по рыцарю кубков, или кто-то вам оказывает знаки внимания. Ведь идут как и комплименты, как и подарки, как и приятное радостное общение по рыцарю кубков. Вам сейчас это будет важно, потому что для вас очень важны добрые эмоции. И карта праздника, это уже на дела, то есть это какая-то конкретика. Если же мы с вами говорим рыцарь мечей на позицию энергия денег, да, могут быть вопросы согласования с банками, у кого-то взять кредит, у кого-то, наоборот, закрыть его. Здесь могут быть и вопросы, которые связаны, может быть, тоже как-то через финансы и с каким-либо оформлением документов. Все же король мечей много позиций, но объединяет логика и рационализм. Это могут быть высокие чиновники, и может быть какой-то серьезный вопрос вы будете согласовывать как раз в инстанциях. По этой карте это вы можете где-то поменять статус через работу, мои дорогие. Вам могут что-то предложить, и тогда вы будете обдумывать. Может быть, кстати, с учетом рыцаря мечей, с чем-то вы будете и не согласны, и тогда не разрушьте буквально какую-то возможность. Будьте рациональны в вопросах денег и в вопросах дел. Но и не холодно эмоционально, а где-то принимайте чужую точку зрения, тогда вам это будет помогать. Но все вопросы, которые сводятся к деньгам, в конечном итоге нужно решать либо математическим подсчетом, либо себе как-то не навредить. У вас выпало уже 2 короля, поэтому, либо какие-то организации, учреждения вы будете на этой неделе посещать, либо вы какую-то свою карьерную историю захотите или изменить, или вам придется общаться более с высшим руководством, или куда-то отправиться, или отправиться в какие-либо инстанции и там столкнуться с людьми. Где-то это может быть налоговая, к примеру, да. Люди в погонах проходят, в принципе, и в погонах это или в форме. Очень много инстанций, вплоть до медицины. Кто-то может пойти как раз с учетом 5 кубков, обратиться к специалисту, потому что было какое-то недомогание, а вы уже затянули этот процесс и думаете, пройдет само, и не проходит. И тогда дважды, трижды нужно обратиться к врачу. Разобраться в каком-то деле, вас приглашают карты, чтобы себе вот этот праздник в последующем устроить. У вас что-то получится очень хорошо. Как и радостно, так и рационально. Личная жизнь и здесь по справедливости. Но с учетом, конечно, должна сказать арканы справедливости, король мечей и рыцарь мечей. Мы все разные, у кого-то могут быть и разводы, мои дорогие, у кого-то вы как раз, если мы говорим о паре, о личных отношениях, может быть, и вы будете планировать, как оформить ваши отношения по аркану справедливости. Причина и следствие всегда присутствуют по 11-му старшему аркану. Поэтому какая-то прежняя история, она должна быть либо продолжена в каком-то новом ключе, либо завершена. Поэтому если мы говорим «завершена», король мечей, у кого-то вопросы, связанные с судом, и действительно, может быть, по части имущества. Мы можем пересматривать брачные контракты или какие-то имущественные договоренности. Самые разные направления, и действительно для вас очень будет важно. Правда, ничего, кроме правды. И неважно, кого как захлестывают на этой неделе эмоции кого-то другого или вас. Вам нужно вопросы, все то, что вы подписываете, оформляете на далекий период времени. Как и просчитывать, так и знать, как четко работает отношение меня закон и как он будет работать через пару дней, через пару лет на последующий период. Как будто нельзя себя обесточить. Действительно, тут нечего расслабляться. Вам придется что-то решать более конкретно. Давайте карту совет. Победа будет. Но это не про расслабление ни разу. И это не о том, что, да, вы достигаете, как будто у вас что-то получается, мои дорогие козероги. Но вам придется не ослабить хватку. Вам придется не где-то проблагодушествовать последующий момент, а все сохранять.
все контролировать, как и что говорят люди, как и какая обстановка вокруг вас. Правда, победа есть победа, будет, но она требует, что к некоторым вопросам вы проявили внимание, и какое-то продолжение все-таки оно последует. Либо с конкретными людьми, либо это вы решите какой-то вопрос, может быть, один, и для вас открываются новые возможности. И тогда, опять же, не про релакс, а нужно перевести что-то на новый уровень, организовать свою жизнь по-новому. Перекладывайте на себя, мои дорогие козероги, и будьте счастливы, будьте любимы всегда.